История о человеке, которого сначала отвергла индустрия, но которого потом полюбили миллионы. Он родился в маленьком южнокорейском городке, где жизнь текла медленно и тяжело. Семья Са-ингука жила очень скромно. Денег едва хватало на еду, а о роскоши никто даже не мечтал. Его отец трудился на стройке, мать подрабатывала, чтобы хоть как-то прокормить детей. Но даже в таких условиях мальчик не переставал мечтать. С самого детства он тянулся к музыке. Когда соседи слушали радио, он запоминал мелодии и пел их сам, представляя, что стоит на большой сцене. Однако каждый раз, когда он говорил о мечте стать певцом, взрослые только грустно улыбались. В их мире музыка не была профессией, она была роскошью. Он вырос с пониманием, что добиться успеха сможет только через боль и труд. В школе его не замечали, он был тихим, замкнутым ребенком, который не хотел показывать, как ему тяжело. Иногда он прятался на крыше дома, где мог просто петь. Там, под открытым небом, начиналась история, о которой никто тогда и не подозревал. Однажды он пообещал себе, что когда-нибудь вся Корея услышит его голос. И это обещание стало главным смыслом его юности. Когда Са-ингук стал чуть старше, он решился пойти за своей мечтой. Он начал участвовать в прослушиваниях, надеясь, что его голос заметят. Но вместо признания он столкнулся с унижением. На кастингах ему говорили, что у него нет айдольской внешности, что его лицо слишком простое, что он не подходит для сцены. Эти слова врезались в память и оставляли глубокие раны. Он возвращался домой с опущенной головой, но никогда не показывал отчаяния родителям. Он просто закрывался в комнате и пел. Его голос звучал тихо, но в нем была сила, сила человека, который не сдается. Чтобы хоть как-то выжить, он подрабатывал на случайных работах. Иногда ему не хватало денег даже на еду. Бывали дни, когда он питался только водой и хлебом, но все равно продолжал тренироваться, развивая голос. Некоторые знакомые говорили, что пора оставить мечту, найти нормальную работу. Но он не мог. Пение стало для него не просто целью, это было способом дышать. И однажды, когда казалось, что все рушится, он услышал о музыкальном шоу, которое давало шанс неизвестным талантам. Са-ингук решил, что это будет его последняя попытка. Он пошел туда не за славой, а чтобы доказать себе, что прожил все это не зря. На сцену музыкального шоу он вышел с дрожью в голосе и пустыми руками. Ему нечего было терять. Когда зазвучала музыка, весь зал затих. Он пел не ради победы, он пел, как будто это был его последний шанс быть услышанным. И именно эта искренность тронула сердце людей. Са-ингук победил. После всех отказов и унижений он наконец доказал, что талант не измеряется внешностью. Но вместе с успехом пришли и новые испытания. Многие начали говорить, что его победа – случайность, что он недостоин быть певцом. В интернете писали, что он не айдол, слишком простой, слишком обычный. Он, казалось бы, достиг вершины, но внутри чувствовал себя снова одиноким. Слава не принесла счастья. Он пытался радоваться, но каждый день чувствовал давление, которое медленно убивало уверенность в себе. Когда он выпускал новые песни, критики разбирали их по кускам, и его имя стало ассоциироваться не с успехом, а сомнениями. Тогда он понял, что сцена – это не конец пути, а только начало долгой борьбы. Чтобы не сойти с ума от давления, он начал искать другой способ выразить себя. Так он пришел в актерство. И хотя все считали, что певец не сможет стать актером, он решил начать с нуля,
снова пройти через страх и риск. Он снова оказался там, где никому не был нужен. Но именно это стало началом его второго рождения. Когда Саин-гук впервые оказался на съемочной площадке, он чувствовал себя чужим. Режиссеры не воспринимали его всерьез, ведь он был певцом, решившим поиграть в актера. Но он пришел не ради игры, он пришел, чтобы прожить каждую роль как часть своей жизни. С самого начала он не искал легких сценариев. Он выбирал сложных, противоречивых персонажей, тех, кто страдает, теряет, ищет себя. Он будто видел в них отражение собственной судьбы. Каждый кадр для него был как исповедь. Когда он снимался в драматических сценах, он не притворялся. Он действительно плакал, потому что вспоминал, как сам прошел через боль, унижение и одиночество. Его слезы были настоящими, и зрители это чувствовали. Они не видели просто актера, они видели человека, который живет каждой эмоцией. После выхода первых «Дорам» зрители начали говорить, что в нем есть нечто особенное. Его глаза передавали боль без слов. Он мог молчать, и все равно зритель понимал, что чувствует его герой. Так Саин-гук постепенно превратился из парня без айдольской внешности в актера, которого называют одним из самых глубоких в Корее. Но за успехом снова скрывалась боль. Иногда во время съемок он сталкивался с физическим истощением и даже болезнями, но никогда не прекращал работать. Он говорил, что актер должен чувствовать жизнь полностью, даже когда она ранит. Так актерство стало для него не профессией, а способом выжить. Он перестал играть ради славы и начал существовать ради искусства. Саин-гук всегда умел скрывать личную жизнь от публики. Он редко давал интервью о себе и почти никогда не говорил о любви. Но те, кто работал с ним, знали, за его спокойствием прячется человек, который умеет чувствовать глубоко. Однажды на съемках он действительно влюбился. Это была искренняя, но тихая связь, которая не предназначалась для чужих глаз. Они старались не показывать чувств, чтобы не привлекать внимание журналистов. Но жизнь в мире славы не оставляет шансов на покой. Постоянные слухи, давление фанатов, домыслы – все это разрушило их отношения. Для Саин-гука это было сильным ударом. После этого он замкнулся. Он перестал говорить о личном и избегал любых вопросов о любви. В интервью он лишь однажды сказал, что мечтает о семье, но хочет встретить женщину, которая полюбит не актера, а человека, который стоит за ролями. Эти слова раскрыли его лучше любых признаний. Он научился жить в одиночестве. Для него одиночество стало не наказанием, а убежищем. Он посвящал себя работе и только на съемках позволял себе чувствовать, через героев, через их судьбы. Может, именно поэтому его сцены любви всегда кажутся такими настоящими. Он не играет их, он проживает то, чего сам лишен. И хотя внешне он спокоен, в его взгляде всегда есть легкая грусть. Грусть человека, который многое отдал ради мечты, но так и не нашел душевного покоя. Саин-гук никогда не гнался за славой. Он не стремился быть на первых страницах журналов, не участвовал в громких шоу и не пытался подстраиваться под стандарты индустрии. Он просто делал свое дело. И именно это стало причиной, почему его часто называют недооцененным. В мире, где актеры становятся популярными благодаря внешности и скандалам, он выбрал другой путь – путь тишины и искренности. Он редко появлялся на светских мероприятиях, не создавал вокруг себя шума, не искал хайпа. Он жил скромно, тихо, будто снаружи не происходило ничего важного.
Но именно эта простота и честность делали его особенным. Многие сравнивали его с Ли Мин Хо, Сон Джун Ки и другими звездами, которые блистали на экранах. Но Саингук никогда не завидовал им. Он понимал, что их путь – это шоу, а его – искусство. Он говорил в одном интервью, что хочет, чтобы люди запомнили не его лицо, а чувства, которые он оставил после себя. Он выбирал сложные роли не ради наград, а чтобы каждый зритель почувствовал что-то настоящее. Когда другие актеры стремились к громким проектам, он соглашался на истории, где больше тишины, боли и правды. И именно это отличает его от большинства. Да, он не самый популярный, но он один из тех, кто действительно проживает каждую эмоцию на экране. И со временем все больше людей начинают понимать, что его сила не в славе, а в глубине. Сегодня имя Саингука знают миллионы людей по всему миру. Но если спросить, что сделало его таким, ответ будет прост: не внешность, не связи и не удача. Его сделала сила духа. Он прошел через унижение, бедность и одиночество, но никогда не перестал верить в себя. Он доказал, что талант не нуждается в идеальном лице. Он показал, что истинная красота актера в его душе. Каждая роль, каждая песня, каждый взгляд – это след, который он оставил в сердцах людей. Он не искал славу, он просто шел вперед, и именно за это зрители его полюбили. Сегодня он не гонится за рейтингами. Он выбирает истории, которые трогают, заставляют задуматься, вдохновляют. Он живет тихо, но его искусство звучит громко. И, возможно, именно это и есть настоящее величие, когда человек не кричит о себе, но мир все равно слушает. Саингук стал символом тех, кто не сдался. Он доказал, что даже если весь мир против тебя, твоя вера способна изменить все. Он не просто актер. Он напоминание о том, что сила не в блеске, а в честности. И что путь к вершине начинается не с побед, а с боли, через которую проходит человек, способный не потерять сердце.